Это прям моя вотчина. Это же актеры, это, блядь, мое дело как бы собирать ансамбль. Я не могу так, я не хочу производить продукт, я не на заводе. Мы кринжовали. Кринжовали? Да, кринжовали. Всем привет! Мы сегодня в необычных декорациях, потому что мы находимся в культурной столице России, в Санкт-Петербурге, и приехали к режиссеру фильма «Бык», «Кэт» и «Рай», а также к режиссеру сериала «На автомате» Борису Акопову. Привет, да, это я. Как ощущение от дебюта в сериалах, который занял первое место на Кинопоиске? Ну, ощущение очень... Ну, это волнительно в любом случае, пока сериал шел, да, это я ждал каждую серию, все равно ты смотришь, хотя так или иначе очень долго уже процесс шел к этому, да, к премьерам, вот каждой серии, к выходам. Поэтому все равно вот эти месяцы живешь в этом, все равно продолжаешь вариться. Я очень жду, пока вот сегодня действительно закончилось все. Вот, ждал этого дня, потому что, например, вообще не читал ничего, никаких рецензий, ничего не читал, потому что знаю, что есть люди, которые вот ждут, пока все выйдет, чтобы запоем посмотреть, и уже потом как-то там оценивают. Мне кажется, вообще я сам так делаю, потому что я не люблю вот ждать, ну, жить в ожидании. Вот, мне нравится, если я что-то как бы хочу посмотреть, там, сериальное, мне нравится дождаться, пока все выйдет, чтобы уже все это дело посмотреть там как бы, не знаю, за ночь, за день, за вечер. В общем, мне так больше нравится. Было какое-то волнение? Было волнение. Вообще на всех этапах производства волнение и тревожность, она сопровождает постановщика, как мне кажется, это нормально, потому что, ну, там все равно присутствует так или иначе часть тебя, как... Да, и режиссер — это та персона, на которого вообще ложится очень много ответственности, и даже если там его присутствия не очень много, то все равно шишки летят по большей части на него. Если все плохо, то виноват режиссер. Конечно, да, да. И это как если все хорошо, ну, в принципе, тоже его хвалят, наверное, больше всего, но все равно, особенно в студийном большом производстве, это, конечно, общественный труд, безусловно, потому что там каждый вкладывает частичку там себя, своего там таланта, профессионализма. Вот. И это первый мой такой проект, который делался студийный, где я не являюсь вообще, кроме постановщика, почти никем. Да, я, конечно, участвую во всех этапах производства, но это совсем другое, нежели то, что мне доводилось делать до этого. Совсем иначе. Я хочу вернуться немножко откатиться к «Быку». Я знаю, что очень много ты уже сказал про это все. После «Быка» у тебя было ощущение, что ты можешь все? Не было такого ощущения, что я могу все. Я же понимал, что это не то, что я после успеха дебютной картины. Было очень круто, конечно, что накладывало. Я понимал вообще абсолютно трезво, что это накладывает определенные обязательства на меня в будущем. Потому что вообще, если я говорил про комплекс второго фильма вообще в целом, потому что, наверное, многие ждут чего-то подобного, каких-то подобных ощущений. И, в принципе, я понимал, что заслужил первым своим дебютным фильмом и его успехом какой-то карт-бланш. То есть делать все, что я захочу, потому что все-таки «Бык» — это был осмысленный сценарий. Я имею в виду, мне очень хотелось понравиться кому-то хотелось. Не кому-то, а зрителю, критикам. То есть я рационально подходил, наверное, к этому проекту, производству, хотя, опять же, много всего там было противоречивого и разного, и что-то получилось, что-то не получилось, ну, как обычно. Ощущение, я так понимаю, что ты хочешь сказать, было ли ощущение, что вот дальше я действительно, мне как раз карт-бланш дали, да, и продюсер, с которым я сделал и «Быка», и второй свой фильм, он был один, собственно. И очень забавно получилось, что мы подписали договор на второй фильм даже до «Кинотавра». То есть я не понимал ничего, вообще получилось ли что-то, не получилось, еще не было никакого фидбэка ни от кого. Никаких призов еще не было. Мы только вот фильм взяли в конкурс, и мы собирались в Сочи. Он сказал мне: Боря, слушай, ну там, ну как бы, понимаешь, «Кинотавр», там все уже распределено. Типа, нам, конечно, повезло, мы поедем, но рассчитывать, типа, не на что особо. Может, подпишем сразу договор на второй фильм? Я такой, ну, конечно, это работа все-таки.
И мы подписали. То есть Федору Максимовичу, моему продюсеру, конечно, спасибо за то, что и действительно работать с ним на второй картине. То есть мы практически с ним не пересекались, потому что он сказал мне, вот как бы делай, как ты чувствуешь. И это круто. Это, с одной стороны, хорошо, с другой плохо, потому что все равно руководитель, старший товарищ, он так или иначе нужен даже... Я все равно как бы был молодой и не очень опытный режиссер на второй картине. Хотя работалось классно вообще. Мне нравится, когда работать тебе никто не мешает. С одной стороны, да, но кино — это все равно общественный процесс. Да, он так или иначе принадлежит и оператору, который снимает, и продюсеру, который не только дает деньги, но и своим опытом каким-то подсказывает, да, что-то вот, в общем, каким-то образом участвует в производстве. Я немножко тебя пораздражаю. Да, пожалуйста. Юрий Дудь Да. на интервью с Юрой Борисовым да. сказал, что у него сложилось такое впечатление, что картина «Бык» — это что-то, смесь бумера, бригады и брата. И Я вот слышал. как ты к этому относишься? Вообще нормально. Ну, когда, всем кажется, что что-то на что-то похоже. Мне кажется тоже, что... Ты знаешь, как было? Не фильм «Брат», даже первый, ни «Бригада», ни вот все то, что перечислил, я никогда не был поклонником большим этих фильмов. То есть мне кажется, что если бы я был поклонником одного из этих фильмов, я бы, наверное, не писал бы этот сценарий, потому что мне бы казалось, что все высказано на эти темы. Да, мне нравится этот фильм, я тогда не буду к этому прикасаться, потому что это что-то вот для меня уже сделанное и сказанное. Поэтому я как бы, классные фильмы, да, отличное кино. Но, во-первых, я, не думал вообще об этом. То есть не было задачи сделать какой-то винегрет из фильмов, которые мне так особо не нравятся, но вот, я их соберу в какой-то свой фильм, и тогда будет классно. Нет, это абсолютно... мне кажется, что это игры разума самих зрителей, да, каждый смотрит свое кино, и если вот кому-то кажется, что это некий Франкенштейн, сотканный из других картин, не знаю, пожалуйста. Я вообще нормально отношусь к любой критике. Конечно, бывает не очень приятно, что ты об этом вроде не думал, а кому-то так кажется. Странно. Мне это просто странно, и мне кажется, что это, что-то оправдываться мне даже не хочется. А вообще бывает часто, знаешь, такое, что режиссер или сценаристы не закладывают никаких отсылок, а тебе потом подходят и говорят: ой, вы знаете, вот эта сцена мне очень напоминала, вы, наверное, Да, такое действительно, вдохновились. да, такое действительно было. Даже очень странно, есть, по-моему, этот канал, телеграм-канал. Ребята тоже знакомые. «Кино про тебя», по-моему, называется, знаешь, наверное. Нет? Мгм. В общем, выходила какая-то из серий на автомате, Мгм. где пробежки мы снимали. И у нас действительно был референс с оператором. Там такая пробежка главного героя, Славы. И Саша Хант, вот тоже мой товарищ, и у него тоже есть похожие сцены. И они сделали коллаж такой, что, мол, тот был раньше, а я вообще не то, что не думал об этом, а у нас был референс другой. Есть фильм «Дурная кровь», вот, и мы действительно думаем, мы снимем пробежку, как у Лео Каракса, тоже она музыкальная, просто пробежка, пробежка с фронтально движущейся камерой, что такого, как бы это делали, кто только этого не делал. Но мы решили какую-то вот в данном случае сделать отсылку. И мне было так тупо, что они подумали, что это отсылка не на классический фильм старый, а что это вот отсылка к Саше Ханту. И я такой думаю, бля. Вообще мне, как будто бы мне это показалось, я не знаю, могу спросить, могу не спросить, вопрос странный. Давай. Почему и как так получилось, что бумер, бригада, брат, бык? Не знаю. Опять же, совпадение? Не думаю. Как бы очевидное совпадение. Я не уверен, что вот о чем, но авторы этих фильмов, включая меня, вообще не думали. Возможно, еще выйдут фильмы на букву «Б», которые схожи по какой-то своей стилистике. Б-брутальность? «Б-брутальность» — вполне себе хорошее и правильное, мне кажется, объяснение
этого странного совпадения. I have no idea, как Окей. говорится. Нет, я должен был это спросить. Да, без проблем. Я даже об этом я еще меня никто не спрашивал. Юра Борисов сказал, как раз в том же интервью, сказал, что он намеренно использовал интонации Сергея Бодрова в фильме «Брат». Да, и мы с этим боролись, на самом деле, я с этим боролся, но Юра, когда как бы натянул на себя образ героя, да, этого персонажа Антона Быкова, и иногда это было слишком перебор, потому что он себе это придумал. И в принципе, с этим, как бы, максимально, потому что у него и так была как бы задуманная штучка, фишка, да, с этим заиканием. И мне кажется, еще вот делать такой омаж, да, какой-то звуковой. Это, с одной стороны, классно, и, мне кажется, работает в какой-то степени, потому что, человеческий мозг, мне кажется, так создан еще, мы хотим найти какую-то опору. Мы что-то видим, и у нас сразу идет какой-то, видимо, процесс ассоциативный, да, когда мы такие, это, наверное, оттуда, это отсюда, и какой-то получается коллаж. Я не знаю, я хотел создать свой собственный мир, целостный, не отсылаясь вообще никому и не используя какие-то приемы, там, отсылок, омажей и всего такого прочего. Во всяком случае, там, в БГ уж точно. Вот, что людям... Может, я просто тоже, как насмотренный человек, это внутри меня просто живет и переходит в киноязык неосознанно просто, наверное. Вот и все. И все уже было вообще, и сделано, и снято, и все киноприемы, они так или иначе в кино где-то были, и поэтому любой фильм, наверное, это какой-то, можно найти отсылку, какое-то одеяло лоскутное. Я любил всегда кино, с детства смотрел, и, наверное, что-то вдохновляло меня и как-то переносилось на экран не по моей воле и вине. Это частая история, даже музыкантов часто обвиняют в чем-то, в схожести каких-то мелодий. Не вижу в этом ничего. Даже если человек отсылается, не вижу в этом вообще ничего. Я скажу, у нас классное в Авгике было задание одно. Оно называлось «Копия». Так и называлось. Когда ты берешь некий эпизод из фильма, который там тебе нравится, или просто там выбираешь, и пытаешься сделать копию. Но забавно то, что как бы ты ни старался, как бы копия не была твоя, да, приближена к оригиналу, все равно режиссер неосознанно переносит что-то свое. Даже если это там главное кадр в кадр, интонацию актерскую передать, вот это все, да, движение камеры. Но забавно, что вот как бы ты ни старался, все равно там что-то будет другое, и именно личное, и это удивительно и интересно. Потому что, да, один и тот же сценарий тоже нескольким режиссерам, они сделают свое какое-то кино. Хотя буквы одни и те же, как бы там, там сноски одни и те же, да. Но тем не менее. Так, как пьесы по Чехову, например, в театре. Все да, разные. уж точно, да. Это Шекспир. Слушай, тебе часто задавали этот вопрос, и, честно, я немножко даже негодовал, когда тебя вот обвиняли в этом. История про то, что ты снимал о том, чего не знаешь. То есть вот эта история с тем, что ты же не жил в 90-х, тебя же тогда не было вот столько лет. Что это за бред вообще? Не знаю, абсурд. Да, глупость какая-то. Да, очень действительно много было. Людей, ты знаешь, когда людей что-то задевает, это на самом деле значит, что-то получилось, когда их бомбит, когда вот у меня был случай, я приехал на фестиваль в Финляндию, по-моему, да, и люди, которые пришли посмотреть кино, они это те люди, которые уехали из России в каком-то там, может, 90-х тоже. И я не сидел в зале, сидел там в кафешке, и выходили люди, они были возмущены тем, что им пытаются показать, от чего они ушли, да, от чего они убежали когда-то. И на меня прям наезжали, типа, зачем вы приносите вот это нам? Вы там, как бы вас там не было, а мы там были. И зачем вы нам это как бы показываете? И я мог только сказать, извините, в общем, собственно, дверь открыта, вас никто не держит. Я, во-первых, там был. И вообще-то это был фильм, вдохновленный частью моим детством, который в Балашихе я видел многое. Вот. И знаешь, мне что удивительно, что тебе приходится перед этими дяденьками оправдываться и говорить, что я же жил в это время. Да.
Причем Смотрите, 12 да. лет, это не 5, это не 2. Это, ну, странная история с тем, что... Да и какая разница вообще? Для меня это было очень странно. Я когда смотрел эти интервью, я прям был удивлен, что ты просто не послал их, потому что Кристофер Нолан тоже не летал на Да-да-да. космическом корабле. И что, мы теперь будем говорить, почему ты не летал? Ты же там не был. Я повторюсь, мне кажется, что проблема в том, что это время, в котором жили некоторые люди, и у них есть личное свое отношение. Мгм. И как будто бы это, как бы я какой-то своей грязной творческой ложкой лезу в их суп какой-то личного переживания. Но, на мой взгляд, это значит, что работает. Если человек это как-то вот начинает что-то раздражать, и это значит, что он не остается равнодушным. А вот равнодушие в искусстве, оно, наверное, самое неприятное и страшное, что вот чего я боюсь. Потому что если кто-то переживает эмоции даже негативные, то это все равно эмоции. А ради этого эмоциональных переживаний люди приходят, хотя они неосмысленно там их начинают там злиться, и они думают, что это все неправда. Ну, другие люди говорят спасибо. И плачут, и говорят, что типа спасибо, что вот эмоции другого характера, да, у кого-то вызывает кино подобного рода. Ну, в общем, не знаю. Ты как-то говорил, что у тебя было достаточно хорошее детство. Ну, такое, да. Ну, не без Да. известных событий, про которые ты рассказывал уже. А, И ты... Я могу ошибаться, но, по-моему, ты сказал, что ты есть образ того мальчика, который был как раз в фильме. Да-да. А почему вот, смотря это, я все-таки, знаешь, я как будто думаю, что, да, возможно, ты вот этот мальчик, но как будто вот этот мальчик хотел быть Антоном Быковым. Да. Это было заложено в сценарии, и вообще в целом мы обсуждали с артистами, и мальчик это знал, и Юра это знал, что как бы это подразумевалось, да. А ты хотел быть таким? Да, конечно. Эта история вообще с дракой и вот с первой открывающий фильм, это как раз то, что я видел, и тоже для понимания, потому что, ну, монтаж фильма — это сложный достаточно процесс, и вообще в целом есть вот сценарий, который я написал. Фильм, когда я начал снимать, мы многое меняли, потому что ты чувствуешь, что работает, что вдруг не работает, и это живой такой организм, и многое я менял и на этапе, когда сценарий доводил до ума, и когда мы снимали кино, и когда, соответственно, мы монтировали. Многое осталось на полу в монтажке, как говорят. Мгм. И вот эта линия, к сожалению, она чуть-чуть была, ну, и на сценарном этапе, и в съемках другая. И вот в монтаже я просто понял, что что-то там не работает, и изменил вот эту линию мальчиков в том числе. А так вот эта драка, собственно, то, что я видел своими глазами в городе Балашиха. И участвовал там, и там был парень с мотоциклом, который там был вот лидером этой одной из группировок. И, конечно, я хотел быть как он. Мы там, типа, что-то им помогали как-то, и у него мотик есть, это же очень круто. Конечно, я хотел быть крутым. У меня есть стандартный вопрос. Я хочу, чтобы ты порефлексировал ну, скажем, тебя лет 7 назад. Каково быть абсолютно неизвестным режиссером? Ну, когда я закончил институт, вот я сдал, получается, дипломный фильм, все посмотрели, всем поставили 5. И, конечно, я оказался в вакууме, потому что вообще не понимал, что делать. Ты говоришь про рай. Да, да, да. Но дело в том, что когда мы защищали диплом, еще вот не наступил момент, мы защищались летом, а фестиваль в Гиковске только был в октябре, осенью. И вот этот период, когда я был абсолютно никому не нужен и неизвестный режиссер, который закончил в ГИК, и там, типа, тоже было много всяких приключений, потому что я там сначала документалистом был, потом меня выгнали, потом меня восстановили. Ну, в общем, отдельная история. И я не знал, что делать. Я вот, собственно, уехал к маме в Балашиху и вспоминал, как я там жил и писал БК. Параллельно мы с отцом, он такой, ну, что будешь делать? Я говорю, я не знаю, ну, давай, как бы, может, откроем рюмочную. И мы с отцом реально, как бы, планировали открыть рюмочную, искали помещение. То есть я вообще даже как-то думал, ну, поучился, там, побаловался, и все. Хотя, с другой стороны, потому что я, когда даже учился во ВГИКе, я работал на ВГТРК, на Москве-24, снимал и монтировал познавательные фильмы, научно-популярные.
Так что у меня, в принципе, была работа на телеке, но это адская работа, я не хотел туда возвращаться, и все мои как бы мечты о кино, они, в принципе, как бы так рассеялись после диплома. И потом вот фестиваль Рай выиграл. И с этого момента появились продюсеры, которые спросили у меня там что-то еще, может, я думаю, что-то, может, у меня есть какой-то материал. А у меня как раз был за лето написанный «Бык». Как это происходит? Вот то, что тебя нашли продюсеры. Фестиваль в Гиковске я выиграл. Точнее, как это происходит? То есть они нашли твой номер, у кого-то Нет, взяли? нет, нет, я выиграл в Гиковский фестиваль, и, соответственно, меня как победителя повели на пьянку. И там сидела комиссия, которая была, в общем... Классика. Да, и мои мастера сидели еще продюсеры. И кто-то мне спросил мой номер, в том числе вот продюсер мой в итоге, Федор Максимович Попов, тоже спросил у меня. Но он не был первый, кто ко мне обратился. Меня как-то нашел через кого. Я не знаю, через кого. Другой продюсер сначала, которым я отправил в БК и который заинтересовался. Но потом мне пришло письмо, что, типа, слишком сложный сценарий для дебюта, типа, до свидания. И вот уже меня подхватил Федор Максимович. Вот так это бывает. Ну, если просто кто-то замечает постановщика с его первой работой, ну, все начинается, мне кажется, всегда у всех с короткого метра, который кто-то замечает, получает какую-то оценку. Вот. Мне кажется, это так банально. И, ну, и везде, и у нас, и у них, мне кажется, это так вот как это работает. Кто-то заканчивает институт и как диплом делает короткий метр, кто-то просто делает короткий метр без института и там отправляет на фестиваль, он что-то получает, его кто-то замечает, этого человека, и спрашивают у него. Или предлагают материал, или спрашивают, есть ли у него что-то, что он бы хотел сделать. Ты романтик? Я романтик. Нет, я реалист. Мне кажется, я не знаю, я в тупик ты меня поставил этим вопросом. Что это значит? Я не знаю. Романтик ли я? Романтик ли я был, наверное. Теперь я циник. Когда был романтиком? Когда был юн. Лет 5 назад был романтиком? Нет, уже был циником. Слушай, когда на самом деле ты учишься... Вот я первый курс отучился, пока меня не выгнали, на документалке. И это очень сильно воспитывает цинизм в человеке, развивает. Ну, как врачи, знаешь, там тоже это свойственно и, наверное, хирургам каким-то, врачам, там, криминалистам, возможно. Это просто профессия, профдеформация такая. Поэтому, наверное, до этого все-таки какой-то романтизм, да, романтичность, романтика, она была бы мне присуща. Да и сейчас она частично где-то осталась относительно той или иной ситуации. Но так, мне кажется, я очень реалистично смотрю на мир, что подразумевает, мне кажется, такой достаточно циничный взгляд. Потому что мир сложен и противоречив, и много зла в нем. Я почему это спросил? У тебя в интервью с Минаевым была история про то, что ты хотел бы быть человеком, который привезет в Россию вторую пальмовую ветвь. Я так сказал? Золотую, да. Блин, было бы неплохо. Сейчас, наверное, уже... Как ты сейчас об этом думаешь? Что ты думаешь об этом? Очень печально сейчас дело обстоит с авторским кино, на мой взгляд, и с русским в частности, да. И даже я перестал следить, потому что авторское кино всегда было для меня важно, всегда там... Когда что-то привозили, ходил, и там всех победителей Каннского фестиваля смотрел, мне было это интересно, я как-то думал, что если не я, то кто-то другой, было бы классно. Ну, но сейчас как-то вот тоже я, опять же, цинично на это смотрю, или с точки зрения как-то вот сегодняшнего дня, мне кажется, не знаю, когда это будет ли. Обидно, конечно, но по известным причинам, ты понимаешь. Поэтому авторские фильмы и авторские режиссеры русские, которых я уважаю, ну, тоже они куда-то делись, разъехались и ничего не снимают, или фильмы не получают прокатное удостоверение. Поэтому «Кинотавра» нет, а это был некий центр, такое притяжение не только интереса самих кинематографистов, но и мир следил, ну, в смысле мир, Россия, в частности. Да, это было единственное место. Сейчас много фестивалей, но они все, да, рассредоточились, и поэтому непонятно, что следить, зачем. Людям стало неинтересно. А так даже широкий зритель, да, это как-то широко освещался «Кинотавр», а это была площадка, как мне кажется, авторского кино в России. И вот так что грустно все.
Создание кино — это вообще не как, не знаю, съездить, знаешь, в детстве в детский лагерь, из которого потом не хочется уезжать, и ты скучаешь по всему этому. Ну, я бы сравнил это с таким трудовым лагерем, скорее. То есть он не детский, далеко. А для кого-то, опять же, тут надо понимать, что артисты бывают, вот там, не знаю, допустим, не очень сильно задействованы. Их привозят, у них куча выходных, может быть. Ну да, они сидят там в своих вагончиках, и там, не знаю, им стучат и говорят, пожалуйте на площадку. Мгм. Режиссер, оператор, там линейные исполнительные продюсеры, второй режиссер, все люди, которые вообще ни хрена там не спят, и они с утра до вечера по 16 часов они что-то делают, говорят, обсуждают, решают проблемы многочисленные, которые возникают всегда. Поэтому для них это трудовой лагерь, да. Это, конечно, кому-то просто как бы предрасположенность человека, которому нравится вот такой мазохизм немножко. Хотя потом тебя можно отдохнуть какое-то время. Ты такой, слава богу, этот ад закончился. Потом проходит время, и такой, хочу еще дайте мне еще помучиться и что-то все равно создать. Это такое, как бы, надо, мне кажется, обладать определенным складом характера просто. Мгм. Нет, не всем подходит. Потому что, с одной стороны, это как бы круто, мир кино. Ну, как в этом знаменитом мультике «Фильм». Мгм. Помнишь там, Да. когда в общем, очень много бюрократии, очень много не получается. Я, опять же, идеалист, и мне никогда не нравится, что я делаю. Просто ты пытаешься добиться какого-то результата, а того результата, которого ты хочешь добиться, никогда не получается. Ты только вот можешь, подтягиваешься туда, и все равно не дотягиваешься. И это ужасно обескураживает, это портится. В общем, характер, настроение, и все портится. А все говорят, да не, нормально, ну получилось же все, ну смотри. Ты такой, нет. То есть в голове была другая какая-то история. Да, я вспоминаю интервью, знаешь, кого? Данелли. Он готовился снимать фильм «Слезы капают» с Леоновым, и они репетируют, в общем, в домашней какой-то обстановке, и ворвались, видимо, как корреспонденты, и там начинают его расспрашивать. И он такой сидит, что-то очень тихо и грустно отвечает, и говорит, вообще, ну вот у меня все же ничего не получается. Я свои фильмы не люблю, потому что в них получается 3% только из того, что я задумал. У Данелли. И как бы тут вот все сказано. Ну, и нам в Авгике там говорит, что ну, хотя бы там 60%, если получилось, значит успех. Значит, значит, получилось все, потому что 100% не получается никогда. Это нужно быть сумасшедшим или иметь какие-то невероятные возможности, там, финансовые, да, когда ты можешь переснимать, там, как Андрей Арсеньевич там фильм там, снял, потом смыл его и снял второй раз. Это вообще удивительно, что в советское время такое можно было. Сейчас такое тоже можно, наверное, сделать, но имея какие-то невероятные деньги, ну, двойной бюджет. Но это, в общем, в моем случае это всегда было так, если не получится сейчас, ну не получится никогда. То есть это все. Это значит, что если вот мы сейчас не напряжемся и не сделаем эту сцену, то все посыпется, вообще все. Поэтому это очень стрессово, конечно, и ну вот как бы потом проходит время, и тебе не хватает. Ну, кто-то в горы лезет, например. Тоже странно, чего туда лезть, там холодно, и можно умереть. А человек добрался до туда, такой, ой, класс, потом спускается, и проходит время, он и говорит, хочу обратно, хочу в горы, не могу жить без гор. Странно, да? Ну, люди такие. На автомате. Как ты отбирал актеров туда? Был кастинг. Это обычный этап кинопроизводства, кастинг. Недолгий, не короткий, обычный, вот заложенный не помню сколько, честно говоря, недель, но мы, в принципе, запустились в отведенные нам сроки. Кастинг обычно проходит в несколько этапов. Это кастинг сначала, ну, там, по фоткам, потом кого-то просим записать самопробы, что артисты не очень любят по понятной причине, но ну, просто раньше это вообще... Причине? Расскажи, по какой понятной причине. Потому что до ковида такая практика была очень редкая. Если только кто-то в другой стране, в другом городе, не можем привезти, потому что
любой артист, он хочет увидеть, во-первых, режиссера, с ним пообщаться и, ну, быть непосредственно получить задачу и вот там сказать, как нужно текст, потому что текст без задачи все-таки это такая очень не очень понятная для артиста штука. Артисту нужно помогать. Ему нужно сказать вообще, что имеется в виду, вообще, какое отношение, потому что не высылают часто сценарий, да, особенно для эпизодических ролей, а только вот какой-то кусок. И то есть артист вообще не понимает, кто он, что он и почему он говорит это. Но, с другой стороны, ты же не оценишь его по тому, как он прочитает сейчас текст и как он попадет конкретно в этого персонажа. Это сложный, опять же, процесс, потому что сначала идет типаж, но типаж может тебя обмануть, потому что иногда наоборот, от обратного ты идешь. Вот у тебя там условный какой-то бандит, ну, ты не хочешь брать клишированного персонажа с лысой там головой и какой-то грубой внешностью. Может, хочешь как-то тоньше работать. Ну, в общем, это сугубо режиссерские такие штуки, подбор актеров, конечно, это одна из... И работа с актерами — это одна из важных и, ну, как бы основных вещей, наверное, работы вообще постановщика. А вот знаешь, и как раз ты про бандита рассказал. Очень нетипичная была роль для Ивана Добронравова в роли бандита. Это было... Но он, кстати, классно это сделал. Супер, согласен. Да, очень Я не ожидал. Я просто, когда, знаешь, я когда начинал смотреть, я такой, так. Обычно он какой-то милый больше. И, ну, или были очень грустные какие-то роли. А тут я такой, бандит? Окей, посмотрим. И это прикольно получилось. Да, хотелось сделать необычную какую-то троицу, опять же, где, с одной стороны, присутствуют клише, да, какие-то, а с другой стороны, это я хотел как-то, не знаю, с этим жанром поработать посвободнее, как-то стебануться над самим жанром криминальной комедии. Это была одна из задач вообще в сериале, потому что, опять же, криминальные все мои фильмы, проекты, ну, немножко задолбали, и, в принципе, выбор этого проекта был обусловлен жанром. Потому что хотелось поработать в новом жанре и переосмыслить вот всю эту криминалистику, криминальные все эти штуки, которые были у меня до этого. Вот. Не получилось ли это или нет, конечно, это другой вопрос, на мой взгляд, не очень. Вот. И в целом я попробовал комедийный жанр. Это говорят правду, что это самый сложный, наверное, жанр, сложный. Но там был комплекс проблем, на мой взгляд, потому что сценарий тоже не мой, и при работе со сценарием тоже были какие-то сложности именно. Вот, что касается юмора, что я не считаю себя там обладателем какого-то искрометного юмора, вот, но тем не менее. Мне смешно, на самом деле, мне смешны странные вещи, наверное, я бы сделал какую-то абсурдистскую, скорее, штуку. И это бы, мне кажется, было бы смешно. А молодежный юмор, ну, не знаю, это вот мне не смешно. И в целом я даже, когда ругался со своими сценаристами, они такие, ну это смешно, это же молодежная комедия. Я говорю, да я когда молодой был, я над этим не смеялся. Какая разница, вы делаете из людей идиотов. Ну, короче. Окей. Слава Копейкин. Да. Что за история? Я прочитал на Кинопоиске о том, что Борис Акопов отстаивал Славу Копейкина на роль Ромы. Что это за история? Я больше нигде не нашел информацию об этом, только на Кинопоиске. Да, потому что пришел Слава вообще на другую роль. И мне он понравился. Вообще, «Слой пацана», он тогда не вышел, этот сериал. Он вообще, по-моему, еще был в процессе съемок, если не ошибаюсь. Что-то они там доснимали, да. И он мне понравился. И, честно говоря, даже мы такие, типа, блин, классный чувак, давайте с моими шоураннерами, давайте его, может, попробуем на главную роль. Давайте. Мы пригласили его повторно. Мы с ним пообщались еще раз. Мы с ним его попробовали, по-моему, одного. Или сразу в паре с кем-то. Да, был еще артист, которому в паре. В общем, опять же, я не буду сейчас эту как бы всю кухню рассказывать, потому что это, в общем, наверное, неэтично просто даже. Но, в общем, у меня Слава был фаворит, а у шоураннеров был другой парень, которому больше нравился. Мы не можем его назвать. Нет. Вот. Ну, это просто неэтично, да. И, короче говоря, и до последнего там несколько прям тяжелых было, потому что я очень ругался, и меня очень бесило, что в данном случае как бы кто-то будет мне... Это прям моя вотчина из актера, и это, блядь,
мое дело как бы собирать ансамбль, потому что мне с ними работать, особенно с главным героем, это должен быть, ну, то есть, как бы мой человек. Как я уже говорил, что для меня важно, это должен быть мой, в общем, воин духа. А им нравился другой, собственно. И мы делали несколько раз, проходили ансамблевые пробы с разными Что такое партнерами. нравился? Нравился это по медийности или... Да нет, медийность это как бы не обуславливает, нравится мне человек или нет. Им нравился. Да, Почему? им нравился. Почему? Не знаю. Есть еще проблема, что один из шоураннеров, он же и сценарист. Он себе эту историю, наверное, представлял как-то иначе, а я ему свою интерпретацию даю. И несмотря на то, что вроде они меня выбрали, а не я их, они со мной начали вступать в некую... В общем, Ну, это же нормальная история. Или нет? Ну, я бы как бы хотел... Да, это это нормальная просто- это история, но просто мне твоя- это не нравится, я не хочу. Это же просто твоя первая работа, когда Да, ты да, сценарист. да. Поэтому, наверное, ты еще Поэтому, пока конечно. не прощупал. Безусловно, поэтому, но все равно опять же, я не волюнтарист, я понимаю, что я хочу в диалоге всегда быть, я могу быть неправ, но когда я чувствую, что я прав, и мне это важно и нужно, ну, я упрусь рогом и буду доказывать, что это так, как я предлагаю, так лучше для всех. А мне почему-то говорят, да нет, надо как-то иначе. И это меня бесит. И я, собственно, и в итоге, в общем, пришлось доказывать кастинг, точнее, пробы за пробами с одним актером, с другой актрисой. И, в общем, Слава просто в этом соревновании победил. Потому что объективно мне сказали в итоге, после они там смотрят, обсуждают без меня. То есть монтируются пробы, они тоже снимаются, как пришут тоже выглядит. И потом в итоге мы там встречаемся за круглым столом, они такие, да, в общем, да, ты прав. Я такой, сколько сил было потрачено, чтобы было доказать очевидно. Ну, короче, да, я уже тогда понял, что будет непросто. Потому что каждую позицию нужно как-то вот протаскивать. Опять же, я не считаю, ты прав, что это нормально быть в диалоге. Ну, не в диалоге, а не в контрах в каком-то, да, потому что это тогда получается не конструктивно просто. Когда начинаются уже личные какие-то вещи. Я же говорю, ты романтик. Ну, надеюсь, да. Это хорошо. Хорошо, да, но... В общем, нехорошо, потому что тратится жизнь, тратятся нервы, понимаешь? И хотелось бы быть вот до конца циничным, чтобы, понимать все и не относиться с личным каким-то ощущением, да, не прикипать душой, потому что это студийный проект. Это тебя сажают на место режиссера, ты просто производишь продукт. Я не могу так, я не хочу производить продукт, я не на заводе. Мы все-таки кино делаем, и там присутствуют и личности, и душа, и, эмоция, что самое важное. Мы же должны зрителю показать нечто эмоциональное, какой-то месседж, может быть, даже. Хрен знает. Ну, в общем, это было сложно. Люди часто себе надумывают что-то. Я себе, например, придумал вот какую историю. Был такой персонаж в сериале Милена. Угу. По-моему, Милена ее звали. Милена. Ну, это дочь... на автомате? Да, конечно. Да, Милена. Милена — это дочь главного вот этого милиционера. Да. Полиционера, наверное, да? Да. Полицейского. Да. Следака. Да. И когда он говорит, вот эти все лавандовые шмотки, я тебе купил, я такой думаю, Милена, лавандовые. И почему-то я вспоминаю Mortal Kombat. И помнишь, там была Милена? Да, точно. И у нее были такие цвета. Реально. И я такой думаю, нет. Это точно не может быть. Это я себе опять придумал. Как ее звали там? Мелина. Мелина, да? Круто. Вот, а вы говорите. Совпадение? очевидное совпадение. Да. Такие, знаешь, мы же... Mortal Kombat. Да, когда делается, какой-то... разрабатывается персонаж, его цвета, вообще цвета всех, художники по костюмам участвуют в этом во всем, художник-постановщик, и там делаются выкладки костюмов, материалов, цветов, и в том числе какие-то референсы.
Вот. Это было бы забавно и круто, если бы там художник по костюмам, как сказал, вот там, типа, вот так вот, там, из Mortal Kombat я бы оценил. Но это, да, забавное совпадение, удивительно. Совпадений много, в общем, случайности не случайно. Можно я тебя немножко покритикую? Да-да-да, Я только за этим и пришел. Я вообще не вправе критиковать режиссеров абсолютно. Там была такая история, когда он говорит, почему-то внимание, спойлер. Почему-то оставил паспорт там, где были игрушки, и он говорит, на автомате. Ну это же пошло. Да. Да, ты не представляешь, как мы кринжовали. Кринжовали? Да, кринжовали. На площадке. Потому что это опять сценарные какие-то штуки, с которыми я боролся, и которые вымарывать мне не позволяли. Я несколько... Ну и типа даже с артистами, когда мы обсуждаем, как это сказать. Потому что даже сказать это было очень сложно. 1 000 000 дублей, чтобы это хотя бы... Денис на самом деле справился. Я вот тоже сегодня вышел из серии, я посмотрел. Ну да, немножко мурашки такие пробегают, но Денис хороший артист, и все-таки он как-то мы смогли побороть, но чтобы это вообще не было совсем. Но, ты прав, вообще 100%. Опять же, это я еще участвовал поначалу в монтаже, потому что для меня монтаж тоже моя профессия. Я вот говорил, когда работал на Москве-24, и монтировать приходилось очень сложный материал зачастую. И это я там набил руку, потому что из говна очень сложно собрать что-то монтажное, что-то интересное, правильно выработать темпоритм. И поэтому, когда я сказал, что я буду монтировать, мне сказали, нет, ты не будешь монтировать. И все равно хороший режиссер монтажа у нас был, и мы с ним были на связи, и я все-таки первые серии доводил до ума. Хотя мне вообще очень сложно это давалось. Я там 3 раза говорил, что я сниму фамилию, просто сниму фамилию, если вы... Как мне приходилось с болью доказывать какие-то структурные вещи. Структурные, сценарные. То есть я многое выкидывал. И мне говорили, так это ж мы написали, нельзя это выкидывать. Я говорю, да, не важно, что вы написали, важно, что получается. Надо как бы новым взглядом смотреть на материал и понимать, работает это, не работает, дерьмо это, или вообще смешно это, или не смешно, кринж это, или как. Они просто, это просто какая-то база, на самом деле, чему вот меня учили в институте, что надо к своему материалу относиться жестоко потом. Потому что неважно, ты написал, ты снял, потратил кучу денег и времени на ту или иную сцену, но если она ни хрена не привносит в драматургию, не развязывает историю, не закручивает ее, как бы не несет какой-то структурный элемент, выкидываешь, и все. Ничего так не украшает фильм, чем монтаж. Как бы, и укомплектовка всего. Опять же, работа с темпоритмами со всеми. Потому что я тоже что-то мне прислали статью, что вот там Акопов, несмотря на то, что он бывший балетник, не умеет работать с темпоритмом. Я монтажом не занимался. Я бы хотел. Все бы там было очень хорошо в этом смысле. Вот так вот. Так что какие-то вещи, которые просто меня иногда шокируют, вот они остались там, потому что когда ушли вот первые монтажи, то есть я что-то собрал, первые 2 серии, был ими доволен, они были самыми сложными, они до сих пор самыми сложными и, мне кажется, там не особо удачными являются. И потом было проведено Кинопоиском некое исследование, фокус-группа, из которого еще они там через нейросеть прогнали какие-то результаты, я не знаю. Вот, и получился какой-то... Выкатили они правки свои целые на основе этого исследования. Но я понял, что я отхожу от монтажа, потому что с ними воевать я уже не буду, ничего доказывать. Они просто, если я скажу, я снимаю свою фамилию, они скажут, типа, пожалуйста. То есть это уже немножко другой уровень с продюсеров, там, заказчиков, точнее, уже, которых я даже в глаза не видел лично. То есть это уже немножко другой производственный уровень. И я уже к тому моменту просто уставший от всего отошел от дел. И какие-то, что-то я еще мне присылали, там, монтажи, я вносил какие-то правки, но уже не самостоятельно, и, так уже говорил, да, хорошо, очень хорошо, все прекрасно. Я просто, наверное, я просто сдался, и я бы мог, наверное, еще просто продолжить вот эту войну, но я устал, да. Мне кажется, оно того не стоило просто. Мне кажется, тебе нужно сохранить вот эту свою энергию для какой-то другой картины. Да, 100%.
Не, энергии много, но просто когда после очень сложного съемочного периода, потому что это сериал мы снимали, это как оба моих полнометражных фильма, то есть столько же смен, там 45, по-моему, у нас было смен, и по 16 часов съемочные дни, и все это было в очень, ну, был просто морально и физически тяжело, и после этого еще тяжелый монтаж, и, ну, где-то просто ну, как бы уже не хватает тебя, у тебя там срыв случается. Ну, у меня не случился, но я был близок, поэтому я просто оставил это дело. Вот так. Перед тем, как я тебя спрошу, вот твое общее мнение о сериале, который получился, и как он получился, я не могу не задать этот вопрос. Мне всегда было интересно, и я понимал, для чего ты, например, используешь это в фильме «Кэт». Мгм. Постельные сцены. Вопрос с обнаженкой в кино очень сложный и неоднозначный. Когда мы обсуждали сценарий, там было понятно, там было вообще много всего такого, что выходило за отметку 18+, и это было, ну, не то что задание, как бы, это было так написано, материал такой. Соответственно, я многое пытался спрятать, показать изящно. На самом деле там было просто много больше таких вещей. Вот. И поэтому я ввиду своей какой-то внутренней деликатности, ну, опять же, мне как бы не смешно. Там стояки, шутки про стояки, вот это все, какие-то жопы, сиськи. Ну, там, опять же, я даже, будучи подростком, как-то, мне кажется, меня не так, ну, это не веселило все равно как-то больше. Ну ладно, это не суть. Ну, в общем, такая была задача. Просто такая была задача, так было написано, и то, что мы придумали, опять же, как-то зеркало, отражение, то есть мы пытались это сделать как-то более изящно. Опять же, там заходит же Басов, да, герой, который видит, что как бы трахают, собственно, девушку, в которую он влюблен, да, которой он приносит огромный букет роз. И вызвать вот эту эмоцию, какое-то вот разочарование, ревности, когда тут жесткое порево, а он с розами. Вот какой-то вот такой хотел сделать контраст. То есть это было все придумано, потому что написано было как-то, я не помню как, но вот мы придумали этот шкаф с отражением, чтобы сделать это все равно, ну, хоть как-то более изящно. Хотя, я не знаю, мне, например, я вот не люблю фильмы, там, «Любовь», помнишь, как его, господи, зовут? Знаменитый. Любовь Аксенова. Нет? Я просто, знаешь, когда в какой-то момент все начали снимать голых Любовь Аксенова и Саша Бортич. Да. И это стало каким-то мейнстримом. Каждый режиссер хотел снять их голыми, показать. Ну вот нет, здесь я думаю, что это было не обязательно. И, как мне кажется, мы спрятали большую часть и хотели сыграть или показать это более комедийно, несерьезно. То есть сделать некую пристройку, что это нагота и секс ради наготы и секса. Не знаю, насколько это получилось. Наверное, ты прав, что вот, как бы кажется людям зачем, и несколько вышибает, что это против молодежное кино, а тут такая, может, грубая сцена. Вообще самый лучший чувственно показанный секс в кино — это есть режиссер такой французский, Луи Маль. Вот, у него есть фильм «Damage», по-моему, он называется, с Джереми Айронсом, и Жюльет Бинош, по-моему, там играет. И там как таковой обнаженки нет, но как это сделано, как это атмосферно доведено, что это больше, чем секс. Как бы. Это не порнография, ну, как бы порнография вызывает одни эмоции. А секс в кино, снято режиссерски, качественно и интересно, это будет какие-то совершенно другие чувства. И это очень круто. Это потрясающе. Это, ну, не знаю, вот рекомендую. Прекрасный фильм. Почему постельные сцены в российском кино в 99% случаев кринжовые? Вот это, знаешь, я просто... Потому что в Советском Союзе секса нет. Но при этом вспомним «Москва слезам не верит». Это же там в какой, 80 какой год? 9-й, 5-й, 7-й, не помню. Вот я тоже не помню, но это были 80-е, и если ты помнишь, она там с обнаженной грудью, ну как-то она более естественно это было все. Не было такого, знаешь, как у нас сейчас
встают с постели, и вот они укутываются, знаешь, как-то они так вот встают, укутываясь в это одеяло, и ты такой, а зачем тогда вы показываете мне постельную сцену здесь, если ты сейчас... Кто встает, давайте так, кто встает, укутавшись в одеяло с постели и идет куда-то? Что это за бред? Или вот эти, чтобы не показать какую-то наготу, они берут вот эту рубашку вот так надевают. Что это? Зачем? Это же кринж. Ну, во-первых, проблема, мне кажется, артистов, конечно, потому что действительно я бы вообще в театральные вузы включил бы какой-нибудь предмет отдельный, знаешь, работа с телом. У них там есть станок, что-то фехтование, еще куча всего, но работа с собственным телом и стеснение — это вообще, это проблема ментальности на самом деле. Ты знаешь, я тебе скажу, я же должен был снимать в Америке фильм, если бы не известные события, у нас уже все, мы как бы... У меня был кастинг там среди местного населения. Ну, в смысле, актеров там из Нью-Йорка, из Лос-Анджелеса. И я офигел, потому что американские актеры, и даже не актеры, потому что мы такие масштабный кастинг устраивали, приходили и не артисты, у них просто в крови они раскрепощенные. Приходит человек, и он сразу, он шоу устраивает, у него нету каких-то вот этих зажимов, которые разжимают людей по 5 лет, по 4 года в театральном вузе и не доразжимают до конца. Это удивительно, это менталитет, это просто у нас такая вот страна северная, и такая ментальность, выработанная генетически годами, там, я не знаю. И это я хотел там всех взять, потому что все офигенные, и все дают, они приходят с открытыми глазами, с открытой душой и без вот внутренних каких-то стопов, зажимов. Ну, не то, что они там раздевались, мне это и не нужно было, но то, как они давали себя, а это охренеть. Это очень круто. Это не то, что школа там, вот там, нью-йоркская школа, там, театральная или кино. Они просто такие люди, они живут вот в стране, где, ну, ты должен нести себя и показывать, и не думать о том, что там какой-то не такой, стесняюсь себя, своего тела. Это интересно. Как тебе вообще в целом, если бы ты оценивал бы сериал, ну, на автомате, допустим, это был бы какой-то другой режиссер, вот представим абстрактно, вот есть такой сериал, что бы ты по нему сказал? Какая рецензия была бы от тебя? Ну, сложный вопрос, потому что смотря какой режиссер. Каждый, опять же, несет свой киноязык. И я бы посмотрел на этот фильм, я говорю, у меня есть русские режиссеры, которые мне нравятся, и я смотрю, что они делают, и, наверное, если бы они сделали этот фильм, я бы посмотрел и составил бы мнение на основе того, чтобы получилось у того или иного автора. Потому что мне кажется, что мне хочется думать, что у меня есть какой-то почерк, и что я автор все-таки в кино. И сериал у меня получился узнаваемый по каким-то признакам, наверное, не знаю, кому-то такое нравится, кому-то не нравится. Может, есть люди, которым, в принципе, нравится подобной энергии, что ли, кино. Поэтому я бы посмотрел там от какого-нибудь Бори Хлебникова сериал на автомате, наверное. Ну, я бы посмотрел, но не факт, что он бы получился, опять же, чтобы мне понравился. Просто за его творчеством там я слежу, допустим. Там Сигарев какой-нибудь. Вот, или еще кто-то, неважно. Этих ребят я смотрю и слежу за их работами. Они талантливые. Можно я скажу тогда? Я не видел еще концовку. Мне кажется, это классный дебют. В любом случае. Несмотря на то, что я знаю, у тебя есть огромное количество, может быть, негодований по поводу того, что получилось, но я этого не знаю. Я не знаю, что у вас было, как вы снимали это. Мне кажется, все получилось. Да, мне тоже так кажется. Это я просто вынес какую-то кухню, которую ты прав, ну, так бывает, и так бывает часто, и это производственный процесс. Я все равно всех тех людей, которые работали со мной, уважаю, и жаль, что получилось не так, как бы вот в бесконечной любви, знаешь. Да, делать коммерческую радость. историю — это, к сожалению, идти всегда на компромиссы. Да, да. На компромиссы и с совестью, и с людьми. И... Да, да. Но мне кажется, это нормально. Хочется, чтобы было лучше. Чтобы так не было. Мне кажется, что если все будут как-то добрее, сговорчивее и, не знаю, хочется мало в мире. Понимаешь, что это же работает и в обратную сторону. Ты романтик, успокойся. Не-не, это же работает и в обратную сторону, понимаешь? Тогда будут все от тебя тоже много чего просить. И тебе придется тогда еще больше
прогибаться под изменчивый мир. Как раз хотел поговорить о советских и российских режиссерах. Отличная тема. Скажи еще раз, за кем ты следишь? Какие фильмы ты смотришь? С детства, собственно, люблю кино, и мне нравится ритуал похода именно в кинотеатр. В кинозал, темный зал, когда ты куда-то идешь. И фильмы, на самом деле, которые мне нравятся, в основном там залы пустые. То есть я не смотрю какие-то собирающие там солдауты, солдауты, Sold Out. sold out. Да, какие-то громкие премьеры. Мне нравится маленькое кино, душевное и авторское. И с ним, как мне кажется, сейчас есть определенные проблемы в России. Ввиду известных причин, ну, я уж не знаю, ввиду каких причин, прям самокритики или то, что в такие времена людям хочется говорить определенным языком. Да, это уже не разговор о там, внутреннем, да, устройстве человека, а о чем-то, о внешнем, потому что на фоне событий хочется погружать этого человека, наверное, в определенные обстоятельства и разбираться о причинах и следствиях всего происходящего. Вот, поэтому сложно, потому что российское кино во многом живет за счет государственных дотаций. Это не новость, это и во многих странах тоже такое имеет место быть, вот, потому что это кино, не собирающее денег. Но я хочу просто защиту сказать, то, что если мы говорим про российское кино, то английский, русский язык знают намного меньше людей, чем английский. Ну, даже в этом. Да. И, конечно, мне бы хотелось продолжить эту тему как раз. У нас же есть какой-то свой почерк. Нету. Ты думаешь, что нету? Нету. Ну вот мне кажется, что вот Что это? режиссер это Да. как, знаешь, вот какой-то... как будто это какая-то эпоха, и в этой эпохе могут быть разные стороны. Если мы говорим, например, про Гайдая, это вот про какую-то доброту, это про какую-то комедийность. Если мы говорим про Тарковского, это символизм, это какой-то прям глубокий Ты чувства пока говоришь человека. про советское кино. Да. Если мы говорим про Балабанова, это какая-то уже... Ну, сейчас привычно называть как чернуха, да? Да, ну, так Конечно, говорят, это не чернуха, там просто Ну да. есть ряд моментов. Если мы говорим про... Я не знаю даже кого еще. Ну, Звягинцева. Ну, я, да, с языка сорвал, что как говорится. Ну, то есть есть какой-то свой почерк, знаешь, как в русской литературе. Вот есть Достоевский, и все сразу грустят. Все тяжелая русская душа. Или я ошибаюсь? Ну, просто мое мнение таково, что советское кино обладало определенным почерком, конечно, определенным языком, узнаваемым сразу, и причем обладающим своим зрителем каким-то, да, на территории не только СНГ, Советского Союза, но был некий спрос тоже, да, там, та же неверующая «Слеза Москва», которая получила «Оскар», да, в Штатах, это было, да, вот интересно людям и за рубежом. Мне кажется, что после того, как мы вошли в какую-то новую эпоху, после развала Советского Союза, и прошла вот это как бы безумие начала 90-х, середины 90-х, ну вообще 90-е, когда прошли, когда мы вступили в миллениум, что-то изменилось, и русское кино хорошее, оно начало походить на просто европейское кино. Вот. Тот же Звягинцев — это чисто европейское кино, поэтому он котируется за рубежом, хотя я прекрасно отношусь к Андрею Звягинцеву. Вот, и смотрю, конечно же, все его фильмы, но образ его героев, образ его... Вообще его киноязык, он, конечно, европейский. То есть европейское кино, и даже, я не знаю, последние какие-то фильмы, обладающие какой-то вот и исключительной душой,
именно там русской, хотя это вообще отдельная, очень большая, очень сложная тема, русская душа, вообще там сейчас мы с ума тут с тобой сойдем. Вот. И мне кажется, что да, потому что мы что-то растеряли, вот советский, вот этот киноязык, советского героя какого-то потеряли. Это вообще кино — это поиск героя определенный, в определенной мере, поиск героя и его пути в какой-то в реальности, в жизни, да, неважно, мы берем там реальность какую-то полностью придуманную или там погружаем его в бытовые проблемы сегодняшнего дня. Вот, поэтому это меня всегда мучил этот вопрос, что такое теперь вообще, ну, как бы Россия, русский человек, герой сегодняшнего дня, и о чем вообще говорить, и каким языком, как высказываться. Поэтому это все мои попытки, то, что я делаю, это попытки немножко вслепую идти, как я чувствую, просто если не от рациональности, не от рацио идти, а вот от чувственного, вот как по наитию. Как я чувствую мир, так я его пытаюсь перенести на экран. Вот. Не знаю, там, с переменным успехом, очевидно. Вот. Но то, что советское кино обладало непосредственно своим стилем, да, узнаваемым, то можно современные фильмы молодых, и там не только режиссеров, можно, в принципе, перепутать. Как бы ты покажешь какому-нибудь незнающему человеку, и он будет думать, ну, там, где произведен этот фильм, о чем он, если там... Да, вообще можно... Хороший признак хорошего фильма — это где невербально понятно вообще, в чем конфликт. И если человек даже не знает языка, он будет смотреть и сразу поймет, что в целом в чем история заключается. И такой эксперимент можно, мне кажется, как-то провести на каких-нибудь иностранцах. Вот, они, наверное, не будут понимать язык, но тем не менее будут понимать контекст происходящего. Вот, поэтому в целом сложно, и кино переживает период, особенно отечественное, как мне кажется, и вообще даже не только потому, что не знаю, я не то, что как бы пессимистично смотрю на это все дело, я наоборот как-то вот... Может, сейчас мы стоим где-то на пороге, может, какого-то чего-то нового. Кино уже старое искусство достаточно. Надо придумать что-то новое. Почему все режиссеры говорят так? Да? Да. О том, что надо больше, надо лучше, надо свое. И в итоге смотрят на Запад и уезжают на Запад. Ну, я не знаю. Лучше условия труда, возможно. Больше платят тупо. Или Почему? дают возможность. Если у кого-то появляется такая возможность, то я и сам говорил, что я этой возможностью хотел воспользоваться, когда вот мы в Америке хотели снимать. Но это был вообще самый мой, мне кажется, русский фильм должен был бы быть, потому что это должна была быть картина про русское комьюнити в Америке. А я там жил одно время и, собственно, про что написал сценарий, про что хотел снять. И я вижу людей, которые оторваны от почвы, и несмотря на то... Это очень странный мир, потому что они живут в комьюнити, то есть они не как это называется, не ассимилируются, да, а наоборот живут в своих вот этих мирках, которые притащили там еще там... Кто в каком году приехал, тот такой мир и притащил. И он очень эклектичный, очень забавный, с этой музыкой из разных времен, с этим взаимодействием людей из разных регионов, там, России или там, СНГ. И очень пестрый, и немножко грустный, потому что если человек, потерявший какое-то свое... мы все равно как-то ассоциируем себя со своим, опять же, и детством, и со страной, где мы прожили большую все-таки часть, и следим за ней так или иначе, хотя находимся там на пляже под пальмой. В общем, интересный материал. Что и хотелось как бы исследовать. И тем не менее уезжают, потому что если предоставляется такая возможность, человек хочет попробовать просто новое, в том числе. Да, потому что если это очень льстит, наверное, когда тебя зовут, и ты понимаешь, что ты нужен где-то еще, это круто. Просто вряд ли кто-то скажет: нет, я, значит... Если все уедут, кто тогда будет
Да не, ну не, как бы уедут, приедут. Я думаю, что кто-то, опять же, набив шишки, вернется и переосмыслит свой опыт и тоже принесет его в кино, возможно. Это любой опыт, это для режиссера очень важный такой момент. Потому что я вообще считаю, что почему в режиссуру приходят не с 18 лет после школы, потому что там ребята, с которыми я учился, не у многих получилось, вот, кто вот пришел после школы, потому что все-таки режиссеру нужен опыт. Есть прекрасный режиссер Вернер Херцог, я часто о нем говорю, потому что его книжка, она вообще, на мой взгляд, может заменить запросто пару лет обучения в институте, киновузе каком-нибудь, потому что он говорит, что такие вещи, что как бы многих может испугать. Что кто-то романтизирует, опять же, образ режиссера и не готов ни к труду, ни к этому безумию, которое часто происходит на площадке, ни к проблемам, которые так или иначе будут. Потому что любая киносъемочная площадка, неважно за какой бюджет, все равно реальность не любит, когда ее пытаются там играть в Бога. Она все равно тебе подкинет. Если тебе нужно солнце, неважно, ты смотришь на погоду, ой, солнце, будет дождь, будь уверен, если ты собираешься снимать кино. Это просто закон подлости и закон, не знаю, реальности. Она сопротивляется. Нужно быть охотником, нужно быть упрямым, чтобы эту реальность отобразить так, как тебе хочется. Все равно не будет так, как хочется. Я для себя давно заметил, наверное, лет 10 назад, что вообще все парадоксально. Вообще все абсолютно парадоксально. Мы думаем о чем-то, а это ровно наоборот получается. Да. В профессиях, деятельности, жизни и в целом. И я думаю, ты же должен быть другим, ты должен был защищать, но ты обижаешь. Да. Ты должен был давать, а ты забираешь и так далее. И вообще жизнь полна этих парадоксов. 100%, да, 100%. И тем не менее, если ты это видишь, если ты это замечаешь, что, все равно нужно прикладывать усилия. Просто, мне кажется, многим людям сложно, и они не хотят прикладывать усилия, потому что у них не хватает либо мотивации, либо какой-то внутренней энергии, чтобы это сделать. Потому что можно подкрасться к тому, что тебе хочется, и каким ты хочешь быть, или какое ты хочешь кино, но это требует очень многого от тебя, в том числе, твоей души. Можно быть, жить в коробочке и беречь себя, а можно, как сказать, в общем, тратить себя на то, что, в принципе, может, и никому не нужно. Это твой выбор. Каждый делает выбор в какой-то момент. Как тебе Юрий Быков? Нравится. Я с ним общался недавно, и вот он, конечно, монстр в хорошем смысле. Глыба, да. Потому что у него сейчас они снимают тоже, знаешь, нет? Досняли свои «Лихие» сериал. У него было, если сейчас не соврать, что-то 130 смен. То есть это вообще, это нереально. В моем случае это меня бы вынесли. 130, мать его, смен. Круто. Просто браво. Понятно, там монтаж еще выйдет, надо, я надеюсь, что все получится у него, потому что во многом, особенно в таких тоже проектах больших, не все зависит от тебя. Обстоятельства, и вообще можно снять прекрасный фильм, который будет, не в жилу никому, не зайдет. Фильмы некоторые выстреливают позже или просто остаются забытыми, тихими фильмами, которые никто не видел, никто не пошел, но, тем не менее, они нетленки какие-то. Потом будет отпечаток времени. Просто, может, кто-то когда-то найдет, вытащит с дальней полки, и будут, такое было время. Интересно, да, отображает какое-то настроение в обществе или что-то типа того. Мне кажется, это тоже круто. «Утомленные солнцем». Это хороший фильм? «Утомленные солнцем»? Нет, я не люблю. Почему я с тобой согласен? Я не знаю, по-моему, это не очень фильм. Просто, наверное, объективность какая-то присутствует. Я посмотрел его, и я не понял, почему вокруг столько много шума. Я не знаю, для меня тоже загадка, честно тебе скажу, потому что есть... Я думаю, что, опять же, люди разные, и кому-то нравится такое, кому-то нравится совершенно другое. И они никогда друг друга не поймут, и не надо им друг другу объяснять, что нет, ты не понимаешь. Это просто разный опыт, разная внутренняя организация, опять же.
Поэтому, ну, я предпочел не спорить. Если человек с вот такими глазами говорит, да ты ничего не понимаешь, и начинает мне что-то доказывать, я говорю, ну, типа, ну, да, я все понял, я согласен, успокойся. Потому что, ну, давать по-разному мыслящих человека, они, ну, не найдут общий язык. Это часто и происходит между людьми в отношениях, в политике, ну, блин, это вокруг нас. Поэтому, если ты это понимаешь, как бы, понимаешь, что такое может быть, ты не будешь просто что-то доказывать и бороться с тем человеком, который просто в другой культурной матрице существует. Михалкова есть прекрасные фильмы, которые я очень люблю и даже обожаю. Вот, но уж точно не «Утомленный солнцем». У тебя есть книга, по которой ты бы хотел бы точно снять кино? Парочка есть, да. Назови. Ну, я еще... Или это пока секретики? Да нет, это никому никогда не реализуется, так что я могу сказать. Давай. Что странного, я еще давным-давно и поступал с экспликацией. Там же нужно поступать, когда поступаешь, нужно еще так называемую экспликацию писать, типа на кино, которое бы ты хотел снять. Такую разработку, условно, режиссерскую. Вот. И я хотел снять кино по имени 12 блока. Угу. Такое кино я бы хотел сделать. И хотя, понимаешь, да, это как бы странно звучит, наверное, потому что это не совсем драматургия, совсем не драматургия, но там есть зачатки ее, и это, в принципе, в сценарий можно превратить, я уверен. И очень даже интересно. Потом «Посторонний» Камю мне хотелось экранизировать. Да, и сейчас мне, ну, про это я, наверное, не буду говорить, мне попалась одна книга в руки, но это уже современная. Если то, это вот там Камю, Блок, это все такое, мне кажется, сложно реализуемое, даже гипотетически. То сейчас мне попала тоже книжка в руки тут в Петербурге. Это, мне кажется, можно реализовать, поэтому пока не скажу. Но это современное, да. Это даже не совсем художественное произведение, это скорее сборник воспоминаний всякой молодежи. Там, это нон-фикшн. Ну, не нон-фикшн, ну, в общем, как это, биографическая, наверное, книжка. Ну, это такая, она существует только в сети, в общем, и мне нравится, что я ее отрыл, ее существование этой книги вообще никто не знает. И она очень спорная, ну, тоже это будет, конечно, невозможно реализовать, но мне нравится об этом пока думать. 3 фильма, которые надо посмотреть всем. «Обыкновенный фашизм» Рома. «Нефть» Пола Томаса Андерсона. И, ну, посмотрите «Айку». Пускай будет. Я уже сказал, что это хорошее кино. Мне до сих пор так кажется. Кто лучший актер в мире прямо сейчас? Я не знаю. Я понятия не имею. В мире, ну, опять же, я люблю Дэй Льюиса, он великолепный актер. Я уж не знаю там насчет там Ди Каприо там какой-нибудь. Но мне не очень нравится. Дэй Льюис сойдет такой-то? Дэниел Дэй Льюис. Что такое любовь? Ой, любовь. Ну, на мой взгляд, сейчас это как циничный я опять воспрял духом. И любовь — это отравление, на мой взгляд, очень похоже на отравление, потому что, не знаю, как... Ну, это состояние, наверное, влюбленности, но из него так или иначе или проистекает, или не проистекает дальнейшая жизнь людей. Потому что если мы говорим о любви человека к человеку, женщины к мужчине, как угодно, вот, то в моем случае это, конечно, болезненное что-то. Любовь — это для меня достаточно тяжелое испытание, это действительно испытание, опять же, которое, ну, ты выйдешь из него победителем или останешься проигравшим. Мне кажется, так. Как-то это, может, немножко грустно звучит, но, наверное, творческий человек и вообще художник должен страдать, чтобы привносить в этот мир что-то красивое. Потому что если человек сыт, доволен и спокоен, наверное, у него ничего, его душу и мозги
не знаю, не коллапсируют, а все прекрасное, все новое, мне кажется, рождается из пламени какого-то. Вот, мне кажется, так. А на этом все. Спасибо. Спасибо большое.